Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 41 выпуск третьего сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске я закрыл большой квест «Миротворческая миссия на таможне». Почти одновременно с следующим же ботом закрыл квест от егеря «Путь охотника. Справедливость» и закрыл квест «Импорт» для механика, сдав VPX, изготовленный в убежище. Енот и прохожий. Это вам, ребята, спасибо за вашу поддержку. Будьте здоровы. Всем приятного просмотра. В схроне провел небольшую ревизию, у меня было 2 ящика с хламом, я, в общем, весь хлам скинул в один из них, второй я оставил на установку в убежище себе ящика диких. В общем, ящик диких я запустил, и разведцентр я следующего уровня 3-го установил, не установил, а заказал, в общем, улучшение, оно идет сейчас, у меня прапор же 3-го теперь. Не теперь, а когда-то уже был заряжен, просто денег не было на эти железяки. По оперативным задачам тут набор такой себе. Единственное, можно попробовать будет сделать сегодня устранение это диких выстрелом в левую или правую ногу. 6 можно будет взять дробовик и пойти на развязку, там у меня есть квест с дикими. А по текущим задачам я хочу в первую очередь забуриться в лес. Мне нужно доделать квест благодарность. В прошлом выпуске я нашел нужные мне очки Ray-Bench. Одни запасные взял, одни еще основные. В общем, есть шанс сегодня добить этот квест благодарности для барахольщика. Первый рейд сегодня я отправлюсь в лес. У меня М700 есть, выдали мне ее за выполнение какого-то там квеста. Я ее немножко довел до ума, получается. Что тут я добавил? Я поменял тут оптику, поставил фонарик, глушитель поменял, потому что с галкой был 70 тысяч стоил, я дешевый поставил, тот продал. Ну и магазин увеличенный на 10 патронов поставил, 61 патроны с собой беру россыпью, так что все будет в ажуре. А на дополнительное оружие я ПП Витязь взял с собой, это давненько у меня уже собранное. Тут ничего сверхъестественного, довольно бюджетненько все, так чисто, чтобы была дополнительная на ближнюю дистанцию, чтобы, если что, можно было чем отстреливаться. Есть еще оперативная задача на нахождение предметов. Мне нужно ВД-40, допустим, найти 100 мл и бензиновая зажигалка Зибо. Поэтому первые разминочные я предлагаю рейд опять за Дикого сегодня начать. За Дикого мы пойдем на развязку, естественно, также прошвырнемся по складским там зонам, помещениям, там на полках легко можно найти это добро. Если что, воле можно будет заглянуть, но на крайняк можно будет ящики с инструментами пошукать. ВД-40 100 мл и Зибо зажигалка. Это не такой уж и ценный и редкий лут. Его найти вполне себе реально. Эх, вот это вот можно сразу выкинуть, чтобы слышать лучше. Ну, так-то неплохой, в принципе, спаун. Можно будет сразу здесь же все это добро, я думаю, найти и сквозануть отсюда. В куртке газан, нифига себе. Это сюда. Можно даже, наверное, в картотеках пошуршать. Вполне реально найти эту зажигалку в картотеке. Парбанк. Так, ничего не пропустил. Ящики с инструментами. Давай в них. Ну, тут ящиков куча целая. 3 здесь, плюс там еще парочку можно будет найти. И по складским, по полкам. Может, как раз топливо найду. Чтобы в будущем не тратиться на него. Понятно, тут тишина, короче. Это может пригодиться. Времени не так уж много, там 17 минут. Отказ идея, нормально. Погнали дальше. У Дикого выхода неизменный. Это либо общий выход с ЧВК, либо на МЧС, либо на железной дороге. Так что ближайший у меня МЧС.
Да и он и более удобный такой. Так, я сейчас, походу, полный пилигрим насобираю всякой всячины, но то, что мне надо будет, я так и не найду, да? Я так понял. Блин, я же не нажимал перезарядку. Почему это происходит? За что, Тарков? О. Уши. Есть. Которые не столько четче делают звук, по-моему, сколько просто громкости прибавляют, да? Ну и ладно. Дали уши, пойдем с ушами, значит. Понял. Вниз поглядим. Тут кое-что тоже интересного можно найти. Я реально всякую всячину собираю. Все подряд пылесосим. Ну а что, мешок здоровый, да? Разгрузка здоровая. Понял. Берем наверх. Ну тут на полках точно должна быть зажигалка. Поехали. Драль ручная. Сугор. Ну вот, среди хлама и проглядывается, да, какой-то лут интересный. Нет, нет. За такой мешок меня даже свои могут грохнуть запросто. Челоботы я имею в виду. Пилигрима у них башню сносит иногда. О, ВД-40. Кстати, из большой ВДшки я могу в убежище сварить себе. Смастырить. Маленькие ВДшки. Так что с ВДшкой, я думаю, вопрос закрыт. Там как раз ВДшка и ножницы по металлу, кажется, нужны. Аккурат. Так. Вау. Там какая-то тряпка лежит. Мне тряпки потом тоже понадобятся. О, вот это интересная штука, по-моему. А, нет, это не тряпка. Крышка от коробки. Опа. Это что такое зашло там? За уголок. Вон он.
мелькает. Ага, это, по-моему, необычный дикий какой-то. Так, пора скидывать барахло потихоньку. А вот и зажигалка, пацаны. Сюда ее. Все. То, что нужно, я нашел. Можно топить на хату. Рулетка. Понял. Ну ладно, главное мне не забыть, в общем, поставить на варку и не забыть потом вернуться, забрать готовый предмет. Хотя я еще не вышел с локации, уже какие-то планы строю, да, на завтрашний день. Я тоже неправильно. Свои ребята. Ой, мамочки. Думал, ноги сломаю. В одном из предыдущих выпусков, когда я выполнил квест для терапевта, частная клиника с лидексом и офтальмоскопом, когда сдал, она мне в награду дала сик-контейнер большой вещевой. А я, в общем, эту награду не забрал, я профукал. Большую ошибку я сделал. Большую ошибку. Такое бывает. Забыл просто забрать ее, награду. Мог бы туда кучу целую вещей сложить. У меня там схрон, конечно, огромный. Но место бы подсократил. Ну, либо продать можно было бы на крайняк и вложить эти деньги, допустим, в какую-нибудь... В тот же ящик диких, например. Хоть я его уже и поставил. Ну, либо можно было бы вложить... в солнечную батарею, допустим, да? Хотя тоже такое сомнительное вложение, потому что варить биткоины я точно не планирую. В общем, профукал я там несколько миллионов, получается. Но ничего, бывает. А вот и автомат Калашникова, говорит, приготовился. Я там М4А1 сдал по карателю. Плюс сейчас вот АК-74 сварился. Сейчас зарядим варку ВД-40 в убежище и отправимся в лес. Автомат Калашникова К-74Н можем забирать и сдавать его по квесту «Каратель». Часть 5. Это у нас прапор с торговцев. Задача 5. Так, это мы передаем. Отлично. Еще надо 2 ПМа и остальное это чисто убийство ЧВК. Так, а в санузле мы заказываем варку. Ну да, в аккурат, одна большая ВДшка и одни ножницы. Как раз то, что надо было, то и вытащил. Поехали. Варка займет 2,5 часа. В общем, за выпуск я точно не успею сварить. Ну, в общем, по истечении 2,5 часов зайду в игру, просто сдам ВД и зажигалку, и получу еще 7000 опыта. Так, ну что, идем, значит, в лес, в паке 6Б47. Если вдруг какого ЧВК подстрелю, то будет замечательно просто. Там же без разницы, да, по-моему, какое оружие нужно будет использовать. Каратель, одевшись, бронежилет и шлем. Говорят, все, оружие любое. Мне нужно будет очки, которые у меня на лице, сразу же установить, заложить там в лесу, возле лесопилки, у водохранилища. Постараюсь это сделать в первую очередь, чтобы не жалко было помирать, как говорится. Ну и если будет возможность, попробуем светлоозерских подстрелить. Если же их там не будет, в любом случае у меня есть один ключ штурмана без галки, который я могу использовать. Откроем, попробуем его в схрон, общак точнее. Посмотрим, поковыряемся, что там у него может быть интересного, да? Так, это мы на куда сейчас подкинуло, а? На дом диких? Дом диких, дом диких. Ладно, ясно, понятно. Значит, мы пойдем по правой стороне в первую очередь. Это сюда. Вот так вот. Значит, план простой.
Идем в сторону лесопилки в первую очередь. Сейчас послушаем, что будет происходить на той стороне. Посмотрим. Если будет тишина, то я, пожалуй, спущусь вниз. Сразу же завожу очки. Если будет какая-то возня, то будем принимать в ней участие. Но посредственно попробуем кого-нибудь подстрелить с оптики. Оружие у меня неплохое. Патрон хороший. Главное заложить очки. Это основная задача. Все будет хорошо. Блин, все выглядит как в сказке. Прям просто подбегай, закладывай не хочу, да? А попробуем так и сделать тогда. Значит, выходы на той стороне у меня будут. Понял. Ну как оно? Как оно все тут выглядит? Замечательно выглядит все, да? На скале, товарищ. А, имеется. Вон он стоит, красивый. Чё? Попробуем. Быстро, не спеша. Давай попробуем. Я, наверное, возвращаться буду сюда же, в эту сторону. Так что я сюда барахло это скину, вот это и вот это. Все, лежи здесь, никуда не уходи. Сейчас приду. Если получится заложить, то я буду Светлоозерских дербанить тогда. Пробовать. Пошел процесс. Есть. Красота, да и только. Заложил. Заложил, получил. Ой, а какое дерево-то я подкинул все добро. Что-то не припомню. Вот сюда, по-моему. Так. Так. Все. Можем развлекаться. Начнем, пожалуй, с этого снайперуля, да? Пошла практика. Сколько там? Метров 350, я думаю, да? Давай на соточку поставим. Блин, не попал. Так, а патроны-то у меня есть? Патроны у меня есть, это хорошо. Что, подождем чуток, чтобы он... Не знаю, он будет... А, нет, я попал по нему, смотри. Я попал по нему. Он может где-то там сейчас... От кровотечения погибнуть. Ну, в следующий раз, когда ты выйдешь, скорее всего, я тебя добью. Сидим, ждем.
Сейчас тут всех закошмарим, я тебе реально говорю. Ё-моё. Ладно, я много времени трачу на то, чтобы сидеть ждать какого-то типа на этом. Надо смотреть, что там внизу происходит, вниз спускаться. Я тебе реально говорю. Ага, где-то там ходит. Единственное, что мне не нравится, это то, что он у меня в спине будет все это время. Он куда-то ушел. И след простыл. А, вот он. Это не он, кажется. Ничего, как на ракете топанул. Вон. Пока спугнул. Не убил, но обидел. Так, тут мне никто. Сюрприз не хочет сделать. Времени? А, вон он. Это обычный. Это обычный дикий. А суета где? Знаете, я предлагаю туда посмотреть с этой стороны. Есть тут интересный такой подход. Этот подход Гопстер Игорь показывал. Сейчас надо попробовать сделать точно так же. Тут есть кустик хороший. С этого кустика мы сейчас доски здесь внизу поглядим. Есть там кто или нет. Не вижу никого. Короче, типа ситки есть. Где-то то ли вот здесь под досками, то ли где-то тут. Там свита бывает, сидит, короче. Либо босс сам. Один из персонажей. Выглядит так, как будто тут нет никого, да? Пофиг спуститься. И не торопиться. Не, давай не будем торопиться. Давай попробуем спровоцировать тогда, что ли. Спровоцировать можно на эту скалу, где сумка, залезть, оттуда посмотреть. Ну там очевидная такая позиция, там ЧВК, если есть, не обязательно туда внимание обратят. Я бы точно обратил, даже если бы я и без оптики был. Он сидит, пофиг ему вообще.
попал, точно попал. Нам плохо там все завалил. Ошибись. Вот, навык качается потихонечку, да? Упс, нечаянно. Это было случайно. Ну где вы, господа? Неужели их нет? Такое, конечно, может быть, не исключено. Что, рискнем? Спустимся. Это в спине, пацанчик. Ладно, пойдем попробуем. Прям по открытой дам. Нормально. Пока выглядит все нормально. Хомячим. Пока позволяет ситуация. Хотя мне глушилы вряд ли понадобится уже, да? О, вот это можно захомячить. Нет, не можно. Плюс 7 всего. Подставить. Не, похоже, что свиты нет, пацаны. Выглядит все тихо, мирно. Но они могут быть также и вон там. И вон там. Так-то я ничтожно малую часть. О, кресало. Ничтожно малую часть проверил. Ладно, поехали. Пацаны, я свой. Не, я правда не вижу никого. Ладно. Была не была. Вот это. Вау, ледоруб нашел. Вот это компенсация за профуканное счастье с этим самым, да? С вещевым контейнером. Ну чё, в любом случае я уже в хорошем плюсе, как говорится. Айда общак. Айда хорош. Сегодня пацанов на месте не оказалось. Что-то я неправильно делаю. По питанию. Приятного. Так, как это сделаем? Через МЧС пойдем на ВСРФ. Можно будет на самой МЧС еще залететь, да? Посмотреть, что там будет происходить. Да, нет.
А забежать, может быть, звездочки, еще что-нибудь вкусного попялиться. Да и все, и сквозануть отсюда. Еще один дневник. Ежедневник маленький мне зачем-то нужен был, я точно помню. Только не помню, зачем конкретно. Но зачем-то нужен был. Куртеху побежал. Еще вискас. Да не, блин, мне уже можно, в принципе-то, на выход, да, педалить. Хотя... Кое-что тут подвинуть можно будет. Ради пары-тройки ячеек идти на целую МЧС, что ли? Может, не надо? Да, давно я тут так волосы назад не бегал по низам. Последний раз, наверное, такое было, когда Светлоозерских еще не было с боссом. Так, вот здесь мы куртки сейчас пошукаем. Наличие ключиков каких, может, интересных. Или вообще ничего. Пачак сижик. Опачки, ЦМС-ка новая. Хотя она мне даром не нужна. О, еще ежедневник. Еще ежедневник. Спасибо, спасибо, Тарков. Акум. Так, ну что, двинули домой, что ли? Ближайший потенциальный выход у меня на ВСРФ. Я не знаю, он работает или нет. Сейчас мы его посмотрим отсюда. Если работает, то туда двигану. Если нет, то в 16-ю пойду. Так, а ну-ка, что там? Работает. Что тут был, кто нет? Нет, тишина. Никого не было. Мама, ну. Ого, битком набито, смотри. 2 КМСН. Ничего себе, я первый раз в жизни такое встречаю. Оказывается, так бывает. Там же дейлик, помните, было КМСН нулевые найти. А вот когда они нужны будут, и черта с два их найдешь в таких ящиках. 21 минута. Ну, в принципе, я нормально уложился. Светлоозерских не было, поэтому так быстро получилось относительно. Если бы были Светлоозерские, то это точно до красного таймера я бы там тусовался. Одного грызок, говорит, одного в голову с М700 подстрелил. И новогодний, это снайпер, да, 341 метр, оказывается, там был. Так, благодарность готова. Я заложил оставшиеся предметы. Это Ray-Bench, которые хипстер резерв. В условленном месте можем закрывать благодарность и получаем в награду кучу целую повязок разноцветных, которые, в принципе, нафиг не нужны. А вот еще кое-какие квесты подвезли. Ночь распродаж, говорит, выжить в этой локации развязка 7 раз. И горячая доставка, это с закладкой, да, контакт 2 штуки, ратник БШ, Игжель,
Пойду на развязку налегке. Рюкзак с собой никакой брать не буду, а в качестве дробовика возьму себе Мурку 155. И возьму с собой 3 маркера. Попробую еще и газели пометить, в общем. Разогнался, короче, споткнулся. Я же забыл совсем. Мне же в респираторе надо будет все это дело делать. А он эту маску никак не наденет, да, под эту ЛШЗшную. Ну тогда намордник отсюда снимаем, ставим респиратор и погнали. Так, развязка 8 утра, около 9 точнее. Страховать нам тут ничего не надо. Поехали. Все нормально, пацаны. Я забыл прицел. Капец. Но зато есть тепловизор. Не знаю, какую он роль сыграет. Это будет весело, я чувствую. Не, ну в принципе можно и так, наверное, целиться как-то. Да, иногда убеждаюсь в том, что у человека столько проблем, сколько он сам себе их создает. Как пойдем? Через низ? Через низ или через ТЭЦ? ТЭЦ. Вообще, по-хорошему бы тут где-нибудь подняться. Было бы не дурно. А вообще мне надо маршрутки метить. Так что я, пожалуй, пойду через внутреннюю часть. Там 2 маршрутки есть. Блин, на стороне Олли там еще одна маршрутка же. Ну да ладно, как-нибудь... Как-нибудь что-нибудь попробуем сейчас. Намутить. Так, я пробежал мимо, да, все? Я заблудился. Все нормально, я заблудился. А, нет, вот он, проход. Нет, это не он. Ну, значит, заблудился. Тупик пришел. Нормально. А можно какую-нибудь схалтурить, какую-нибудь другую, вот такую газель пометить? Ладно, сейчас найдем дорогу. Там чуть левее, я не добежал до нужного мне места. Пробежал, точнее, мимо него. Так, это я под пожаром. Значит, там поворот нужный мне. Вот он. А вот он. Поворот. Да, вон он, разлом. Все правильно. Поначалу мне казалось вообще это какая-то карта мутная и непонятная. Ничего не запомнишь, тут заблудиться, как делать нечего в этих парковках. Ну, иногда, сами видите, бывает, в тупик приходишь. И вот и первая газель, которая мне нужна. Аккурат. Чик. Пошел. Интересно, эту камеру можно снять с оружия? Да, можно, смотри, снять этот тепловизор. Вот такая вот камера на проводе. Можешь его... Чик. Тоже непонятная, да, какая-то фигня. Да ладно, раз уж есть, пусть будет. Где-то... Где-то, может быть, прицелом получится сейчас надыбать. Там еще есть черный ящик оружейный по пути. И еще там пару ящиков будет. Да сейчас найдем, я думаю, что-нибудь, какую-нибудь
Пруцельчик себе. Козырный. Или нет? Не, с этим тепловизором вообще неудобняк. Ну, лично мне. Что это? А, это тушка. Попал, не попал? Попал. Резче давай, пошел! Давай, давай. Блин, сейчас он меня в пиксель какой-нибудь... Быстро! А, он спускается. Давай, давай, давай! Уйти твою маковку. Пиздюк! Ага, с той стороны стреляет по нему. Весело тут у вас. Получается. Но я бы хотел газель пометить. Я понимаю, что надо мной прям в аккурат там какой-то ЧВК. Ага. Давай, давай, давай. Не ломайся. Так, теперь можно на улицу и в ту сторону. Мне надо на парковку, чтобы от маяков полностью избавиться и выполнить этот квест. Я, правда, не помню, там надо или нет выживать, выходить с локации. Но мы это узнаем, когда я третий маяк поставлю. Есть подзадача. Маршрутка. ЦМС можно спрятать. Третья газель, которая мне нужна, она здесь за синим забором в квадрате в этом парковочном. Или что это такое? Ну, что-то в этом духе. По-моему, где-то тут она. Да, вон там за контейнерами должна быть. Похавать есть что. Все. Ставим третью, сейчас приживется. И поглядим, что получится из этого. Если надо будет выходить, выживать с локации, то я предлагаю дернуть в сторону ЖД, что ли. Ну, он там до сих пор шпилит. Ну, пусть работает. Нет, надо выживать. Смотрим. Маршрутка. Выжить. Вот дислокации. Ну, пойдем тогда выживать. Кто со мной пойдет? Я не помню, тут есть... А, да, здесь в подвале под... Это же... Подожди, я куда пришел? Это Олли подвал. Да, там тоже могут быть дикие, насколько я помню. Хаваем. Приятного. Что с собой таскать, да? Сухпай. Дома, в принципе, есть что пожрать, попить. Так что будем это в рейде использовать.
Как ни крути, неудобно. Был бы прицел, может быть, я еще что-то и попал бы там по этому дикому. Но в этот теплак только если обнаруживать кого. В лучшем случае. А руки чешутся посмотреть. Тут стопудово есть дикие. 100%. Раз чешутся, давай посмотрим. Так-то метить заново не надо будет все эти маршрутки, если вдруг погибну. Ага, во, есть. Я же говорю, есть они тут. Нутром чую. Пацаны, щеми! Граната. И чё вы ярые? Неудобная тут. Позиция вообще капец неудобная. Нифига я вокруг Аленки хожу такой. Акас. Давай через подвал тогда выскочим. План Б. Тем более, что они загрены, и все стволы уже там в эту сторону смотрят. Так. О, тут сумка, оказывается, есть. Я не знал. Сушняк. Ну давай, парни. Только по одному. Не понял. Ты куда? По верхам где-то побежал. Чего его не видит теплак? Вот тебе и тепловизор. Толку-то с него. Один надо мной, кажется, да? Да. Есть. Одного по ногам накидали. Еще подбегает. Нет, по кустам где-то. Кажется, один наверху, один внизу остался. А главное еще по башке, чтобы как всегда не прилетело. Смотришь в одну сторону, пролетает. Ага, идет. Вот, вот! Туй. По-моему, я его вообще в жбан убил. Руки задрало из-за того, что он попал по мне.
Ну ладно, в любом случае это к терапевту идет. Квест. Так, маршрутка, нет, не маршрутка, что там надо было? Переучет. А, это же оперативная была задача. Да, кого там? Одного только. Окей. Сейчас ветку пришью одну. Как раз может этот расшевелится, где-то услышу его. По-моему, там наверху еще один остался. Такое шуршание. Болючий патрон какой-то. 61-й, походу, у него там, да? Или нет, по мясу руку оторвал. На посмотреть. Пацаны, я свой. Так, кепка. Слушай, а этот кекс, по-моему, в лыжной шапке был, да? Или показалось мне? Нормально, зато топорик притащил, смотри. Первый. Непонятно, что с третьим, но проверять я, пожалуй, не буду. Шел я домой. Лучше в свежую локацию тогда загружусь, и тем более, что закрою эту маршрутку, он, скорее всего, мне следующий какой-то квест, там, который идет по порядку, выдаст. Может, еще что полезного сейчас получится сделать. Че, чем богат, показывай. Понятно. Что-то как-то неудачно, блин, не это самое. Не фартануло. Но в любом случае, я маршрутку сделал. Так что грех жаловаться. Уже не зря вышел. Это точно. А у меня не работает этот выход. Все нормально. Придется все-таки в разлом мне идти. Я ж, блин, появился тут на карте. Че я сюда приперся? А, потому что я думал, что здесь ЖД. Потерялась я. Да, вот это вот нам не надо. Опачки. Опачки. Пожрать бы, конечно, не помешало. Хотя у меня искра целая есть. Давай, подъем, нифига ты развалился тут, загораешь. Надо спрятаться. Пойдем в разлом, тогда попробуем выскочить. Он тут недалеко, вдоль этого бетонного забора. Да, создал я себе трудности, конечно, с тем, что коллиматор... Я его снял, просто на пушку какую-то ставил и забыл сюда поставить перед выходом. Был уверен, что он у меня собран полностью, этот дробовичок. Все, домой. За прицелом, ё-моё.
Пришлось побегать по локации, так уж расположены эти маршрутки, что пришлось большой крюк давать, да еще и с выходом, со стороной выхода точнее ошибся, но зато успел подстрелить одного в ногу. О, я первого, оказывается, все-таки застрелил наверху там. Маршрутки все 3 пометили, выжили, вышли с локации. Можем маршрутка-квест закрывать. Убрал я, в общем, тепловизор с этой МРки, поставил обычный прицел. Тепловизор, оказывается, еще и -3 эргономики дает, так что сейчас будет чуточку проще, я так думаю. Теперь меня ничто не будет как бы отвлекать, я имею в виду, никакой квест мы не будем делать, мы идем конкретно за дикими. Развязка это будет 12 дня и можно ничего не страховать. Поехали. Так, нафиг. Олли, значит, сразу, да, внедряемся? Как раз сразу на решалу, да? Нормально. Это что за звук был? Мне такие звуки не нравятся. Ой, твою мать, не то нажал. Подожди, как тут фонарик включить? Нашел сразу. Ходим. Эй! 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 Твою мать, я так и думал, что здесь кило сидит. Ну и сколько я тебе урона нанес? 441 по телу, поглощенной броней 269. Ну, чуть-чуть ему там оставалось, наверное. Пытался по ногам попасть, 18 попаданий, это все дробь. И все по ногам, по мясу вроде бы прилетело. Бог его знает, как это все работает. Быстро и качественно кило, конечно, работает. На сегодня все. Надеюсь, выпуск вам понравился. Всем спасибо за просмотр, отличного настроения, благодарю за вашу поддержку, за пальцы вверх и добрые отзывы. Всем до связи, увидимся, услышимся в следующем выпуске. До свидания.